Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я покажу вам, как связать вот такие вот санки из трикотажной пряжи. Новогоднее настроение, в общем, изначально я не думала снимать данный мастер-класс, потому что, дочь меня просто попросила сделать ей санки, и до меня дошло то, что немногие знают и очень часто просят меня снять видеоурок по тому, как вывязывать вот такие вот идеально ровные углы у квадратных корзинок. Вяжутся они очень просто, и поэтому я вот решила на скорую руку состряпать такое небольшое видео по тому, как сделать вот такую вот корзинку. Заготовки у меня были из МДФ, вот здесь вот видно на дне корзинки. Из-за лазера они немного были повреждены, то есть были в некоторых местах ожоги на оленях. В итоге было решено их покрасить, потом у меня уже понеслась душа в рай. Пошли в ход блестки, корректоры, маркеры и так далее. В общем, вот такие вот олени у меня получились. Покрасить вы точно так же можете их сами. Заготовки продаются в любом магазине для рукоделия. Трикотажную пряжу я использовала бисквит. Цвет я сейчас скажу, у меня Мальдивы, надеюсь, вам видно. В общем, вот такая вот трикотажная пряжа. Уйдет, вот посмотрите, у меня ушло меньше мотка, меньше половины, да, плюс-минус. И немного, совсем чуть-чуть у меня было остатков белого цвета. Это остатки из прошлых моих проектов, цвет пломбир. Я подумала и решила сделать такую вот окантовку белым цветом, как будто бы снег лежит на моих санках. Для вязания также нам понадобится два размера крючка. Один крючок у меня был номер 4, второй крючок номер 6. 4 я обвязывала донышко и шестерка вязала уже основную корзинку. Вы же можете вязать любым другим размером крючка, каким вам больше удобно. В среднем это 6-7. Дальше уже зависит от вашей плотности вязания, от того, что у вас есть. Еще такой немаловажный момент. То есть, смотрите, всегда у меня при закрытии ряда я отступаю на шаг назад. То есть начало ряда у меня идет на шаг назад. А если вы начинающая вязальщица, здесь вам будет немножко сложно в плане того, чтобы вывязать углы, завершить ряд и начать новый ряд. И опять же начать с угла, поэтому здесь лучше не заморачивайтесь и всегда начинайте с первого столбика, ничего страшного в этом нет. Я делаю это лишь для того, чтобы у меня съезжало начало вязания и не было его видно. Поэтому, в принципе, здесь можно оставить и так, и не заморачиваться по этому поводу, вязать спокойно, не мучаясь с этими углами и вывязыванием начала, конца ряда и так далее. Ссылку на магазин, где можно приобрести трикотажную пряжу и так далее, я оставлю вам в закрепленном комментарии под видео. Если у вас появятся какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. А теперь давайте покажу, как ее вязать. Начинаем мы, как обычно, с обвязки донышка по прямой, без прибавок, в углах 3 столбика. То есть вот смотрите, у нас есть вот такой вот уголок, здесь идет центральная дырочка. Каждую такую дырочку мы провязываем по 3 столбика. Обвязку делаем крючком поменьше, чтобы было удобно. Я по прямой вяжу шестеркой, все равно туго, но выходит. А именно повороты я делаю крючком номер 4. Потому что 3 столбика, видите, уже дырочка полностью закрылась. Итак, смотрите, дошли мы до поворота, вставляем крючок, вытягиваем первый столбик, далее второй столбик из этой же дырочки, из этого же отверстия, кому как удобно. И сюда же, в это же отверстие мы вставляем крючок и вытягиваем третий столбик. Осторожно и провязываем. Вот что у нас получилось. Здесь, в принципе, ничего сложного. Ряд мы закрываем хвостиком, который не забудьте обязательно предварительно оставить. Вытягиваем последний столбик. Вот она, последняя дырочка. Рабочую нить мы убираем. И берем вот этот вот хвостик, который мы оставили с вами в самом начале. Захватываем нить и провязываем. Вытягиваем хвостик полностью из нашего столбика. Рабочая нить, вот она. Видите, наш столбик ходит свободно. И вот он наш хвостик. Теперь берем крючок, возьмем давайте поменьше, чтобы было удобнее. И вот он наш первый, самый столбик ряда. Вот его вершина, которая пошла дальше уже в вязание. Вставляем крючок под вершину с обратной стороны, то есть вот с этой стороны, с изнаночной. Далее захватываем хвостик, вытягиваем. И обратите внимание, у нас такая полупетелька незаконченная. Дальше разворачиваем вязание. Вот он наш последний столбик, откуда выходит вот этот хвостик. Мы вставляем крючок вот под эту перемычку. Видите, они есть у каждого столбика.
вставляем в середину вершины, откуда у нас вышел вот этот хвостик. Так, подтянем. Захватываем наш хвостик и вытягиваем на изнаночную сторону. То есть он у нас изначально был на изнаночной стороне. Все это дело хорошенько поправляем. Вот так это выглядит на изнанке. И вот так это выглядит с лицевой стороны. Посмотрите, какое ровное, аккуратное закругление и завершение ряда. Теперь мы будем либо обвязывать вот эти вот, прятать дырочки, то есть здесь все просто соединительными столбиками. У меня на канале есть несколько видео по вязанию корзинок, поэтому я не стала прям сильно останавливаться на этом моменте. Если хотите, можете перейти, посмотреть, как начать вязание для тех, кто совсем никогда не пробовал, как оставить хвостик, как закрыть ряд, тоже есть отдельное видео, как сделать обвязку, да, и спрятать вот эти дырочки. Здесь я не буду делать обвязку, потому что это у нас дно будет стоять на вот этих вот оленях. Тут, в принципе, эта обвязка не нужна, ее все равно видно не будет, поэтому я ее не делаю. Дальше. Хвостик мы не трогаем, он нам нужен только для закрытия ряда, поэтому берем нашу рабочую нить, берем крючок номер 6, находим наш последний столбик, откуда выходит наш хвостик. Вставляем крючок вот таким вот образом, вот сюда, в середину вершины и с обратной стороны под перемычку, то есть вот так. Точно так же, как мы с вами вводили наш хвостик. Рабочая нить, не забываем, лежит на пальчике изнанкой кверху, чтобы наши столбики получились красивые и лицевой стороной выходила пряжа. Вытягиваем столбик и провязываем. В принципе, точно так же начинаем обвязку донышка. То есть берем нить, оставленную вот таким вот образом с хвостиком, и начинаем вязать. Дальше следующий столбик, вводим крючок в середину вершины. И с обратной стороны, с изнаночной, заводим его под вот эту вот перемычку. Захватываем, чтобы наши стенки держались как можно лучше. То есть некоторые обвязывают прям вот только за вершину, кто-то обвязывает за обе стенки вершины. Я обвязываю именно так, то есть за одну стенку вершины и перемычку. Таким образом у нас появляется красивая окантовка внизу. Или сбоку, видите, вот здесь такая полосочка получается, полукосичка такая. И держатся стенки намного лучше. Провязываем следующий столбик. Снова заводим крючок вот сюда, в середину вершины. Захватываем часть вершины, половинку. И заводим крючок под перемычку, которая у нас идет сзади каждого столбика. Провязываем следующий столбик. И таким образом вяжем с вами до нашего поворота. Смотрите, я дошла до поворота, провязала последний столбик по прямой, и у меня дальше идут 3 поворотных столбика. Как мы их провязываем? Смотрите, чтобы угол у нас не закруглялся, как у круглой корзины, да, а был таким идеально ровным углом, мы вяжем его так. В первый из 3 поворотных столбиков мы заводим крючок точно так же, как и по прямой. Захватываем нить и вытягиваем петельку. Ее мы не трогаем, не провязываем. Далее в следующую, то есть центральный вот этот столбик из 3 поворотных, мы вставляем крючок, захватываем нить и снова вытягиваем петельку. Видите, у нас теперь 3 петли на крючке. Вот так это выглядит. И теперь смотрите, вот эту вот крайнюю мы выпускаем крючок, придерживаем ее, чтобы она не распустилась, и провязываем первый столбик. Вот так. Далее вставляем крючок во второй столбик, вот эту петельку, которую мы с вами выпустили, и провязываем ее. И посмотрите, как это смотрится. Уже виден наш угол. Дальше мы продолжаем вязать по прямой, без всяких изменений, до следующего угла, до следующего поворота. То есть в каждом новом ряду у нас угол будет вязаться именно так. Первый столбик мы вытягиваем, не провязываем, второй столбик вытягиваем, отпускаем, провязываем сначала первый, потом второй и продолжаем вязать. Еще раз смотрите, вот я подошла к концу, вот здесь у меня начинается поворот, я провязала последний столбик по прямой и первый столбик поворота. Из 3 поворотных я вытягиваю петельку, но не провязываю. Далее ввожу крючок в следующий столбик, центральный столбик поворота, вытягиваю вторую петельку, у меня на крючке 3 петли. Крайнюю отпускаю, провязываю сначала первый столбик и потом провязываю второй столбик. Вот так
это у вас должно будет выглядеть. Далее заканчиваем вязание. Еще раз давайте покажу, как закрыть ряд хвостиком. Вытягиваем последний столбик. Рабочую нить убираем. Берем наш хвостик, который мы не трогали в течение всего ряда. И провязываем наш последний столбик вот этим хвостиком. Обратите внимание, как это выглядит с изнаночной стороны. Вот наша рабочая нить, вот он наш хвостик, который мы вытянули через наш столбик. Далее с изнаночной стороны, то есть с внутренней, да, стороны корзины, мы вставляем крючок под самую первую вершину ряда. То есть вот он наш первый столбик и вот его вершина. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону. Вот такая полупетля у нас получилась. Далее последний столбик ряда, откуда у нас выходит, видите, рабочая нить, перемычка и вершина. Заводим крючок под перемычку и в середину вершины, откуда у нас выходит наш хвостик. И теперь берем наш хвостик и вытягиваем его снова на изнаночную сторону. Поправляем, подтягиваем. И вот так вот красиво у нас заканчивается ряд без всяких бугорков и уплотнений вместе закрытия. Вот такой вот у нас первый ряд. Вот так выглядит наша корзинка сейчас. Теперь давайте продолжим вязание. Хвостик не трогаем, он нам не нужен. Берем рабочую нить и вставляем крючок. Вот она, видите, такая галочка. В середину этой галочки мы вставляем крючок. Захватываем нить, вытягиваем первый столбик и провязываем. Далее вставляем крючок снова в середину нашего столбика. Вот она, видите, галочка. Между вот этими двумя петельками, двумя палочками, да, так скажем, вставляем крючок ровно посередине. С обратной стороны проверяем, мы вышли ровно посередине. Видите, у нас с одной стороны есть вот такая вот петелька и с другой, то есть ровно посередине столбика. Это называется в раскол. Мы как бы раскалываем столбик пополам. Вытянули петлю и провязываем следующий столбик. Далее следующая галочка снова в середину с этой стороны и в середину с этой стороны. Обязательно проверяйте себя, потому что в самом начале есть возможность промахнуться, потом уже это все делается на автомате, поэтому не забываем проверять каждый столбик. Если вы будете вязать не в середину, у вас будут съезжать галочки, не будут идти ровно друг над другом. Довязываем до поворота, и я покажу вам еще раз, как сделать поворот. Вот смотрите, я подошла к повороту. Вот у меня первый столбик поворотный, вот второй, который мы с вами провязывали перед этим. Точно так же, как я и объясняла ранее, мы вставляем крючок в первый столбик поворота, то есть последний столбик по прямой с этой стороны, да, он у нас будет, получается. Вытягиваем петельку, не провязываем. Далее второй, который уже идет на этой стороне, вставляем. Точно так же ровно посередине и вытягиваем 2 петли на крючке. Одну мы отпускаем, провязываем сначала первый столбик, вставляем крючок в отпущенную петлю и провязываем второй столбик. Осторожненько поправляем. И вот такой вот угол у нас получается. Получается у нас здесь ровное количество столбиков и здесь. И вот так это будет выглядеть. Далее продолжаем вязать по прямой. Доходим до конца нашей вот этой вот прямой, до угла. И делаем тот же самый поворот. Точно так же вытягиваем первый столбик на этой стороне и второй столбик на этой стороне. Выпускаем второй столбик, вторую петлю. Провязываем сначала первый столбик, а потом второй. В принципе, все просто. Вот так вот вяжутся ровные прямые углы. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Также можно перемотать видео, посмотреть еще раз, как это все провязывается. Ну и таким образом вяжем на нужную нам высоту корзинку. Итак, смотрите, я подошла, пока говорила, к углу. Вот он, последний столбик по этой стороне и первый столбик по этой. Вставляю крючок в середину столбика, захватываю нить, вытягиваю петлю. Далее середина второго столбика, вытягиваю, вот так это у нас будет выглядеть. Далее отпускаю крайнюю петлю, провязываю первый столбик. Вот эту петельку слегка нужно будет вытянуть, чтобы она у нас не затянулась. Далее вставляю крючок в оставшуюся петлю и провязываю второй столбик. И еще раз смотрите, как выглядит наш поворот.
Вот такой вот ровный угол. Вязать старайтесь не туго, потому что у вас в итоге корзинку вашу соберет вот так в кучку, и тогда углы у вас точно ровные не получатся. После обязательно не забудьте их отпарить. Каждый угол ровно ставите корзинку, кладете утюг, отпариваете хорошенечко, даете ей просохнуть, остыть, и только потом ставите. Я провязала 5 рядов, можем вместе с вами посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Высоту моя корзинка получилась примерно сейчас около 7 сантиметров. Что мы делаем дальше? Хотела показать вам, как вводить новую нить. В принципе, это не сложно, но вдруг кто не знает, то есть я закончила, закрыла ряд хвостиком, как обычно, связала хвостики, распределила их вот таким вот образом. Один будет прятаться в вязание в эту сторону, другой в эту сторону. Здесь хвостик не обязательно оставлять, так как это наш последний ряд, просто такая красивая, грубо говоря, обвязка. Вставляем крючок в середину любого из столбиков, захватываем нашу нить. То есть вот таким вот образом мы надеваем ее на крючок и вытягиваем. Вытянули петельку. Хвостик нити мы прикладываем в эту сторону, чтобы спрятать вязание. Придерживаем все это дело и провязываем первый столбик. Далее вставляем крючок в следующую петельку. Дальше смотрим, смотрите, с изнаночной стороны вот этот хвостик должен лежать сверху на крючке, чтобы быть спрятанным в вязании. Захватываем нить, вытягиваем следующий столбик, провязываем. Здесь, в принципе, ничего сложного. Этот хвостик у нас еще не достает. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем. Так, подтянем. И обратите внимание, как это смотрится у нас с изнаночной стороны. То есть мы хвостик наш прячем в вязание. Также его можно спрятать отдельно, то есть просто вставляем крючок за вот эти вот задние стеночки наших столбиков и спокойно прячем. Таким образом мы с вами провязываем весь последний ряд нашей корзинки. То есть здесь, в принципе, можно оставить и так просто полностью голубую. Я решила сделать подобие снежка. Вот, смотрите, я дошла до хвостика следующего. Вот он у меня. Придерживаю его аккуратненько пальчиками, захватываю нить и вытягиваю. И уже забыла то, что говорила. Про цвет. Можно не менять цвет, можно сделать любой другой цвет. У меня просто вот такое подобие снега, который как будто лежит на корзинке. Вот как это будет выглядеть. Ну что, смотрите, я довязала свой ряд до конца, обрезала нить. И теперь покажу еще раз, как закрыть ряд. Ниточку мы с вами вытянули. Далее с обратной стороны или с лицевой, здесь уже не важно. Мы вставляем крючок под самую первую вершину ряда. Точно так же, как и в самом начале мы закрывали ряд хвостиком, мы с вами делаем те же самые движения. Вот так. У нас получилось вот такое же закрытие ряда. И вот этот хвостик мы с вами спрячем в наши петельки за задние стеночки. Вставляем крючок и вытягиваем. Далее следующие петельки. Вот так это выглядит. Захватываем нить. Осторожно. Корзинка будет мяться. Ничего страшного. Это все дело можно поправить. И смотрите, как прячется наш хвостик. После того, как мы спрятали все наши хвостики, поправляем нашу корзинку. Осторожно, чтобы все углы были ровными. Отпариваем ее обязательно. И после этого можно надевать наших оленей. Вот таким вот образом мы просто аккуратно вставляем наших оленей в наши отверстия. Смотрите, второй олень будет смотреть к нам этой же стороной. То есть вот так. И когда они будут стоять у нас боком, у нас оба оленя будут красивые. Ну а сюда можно накласть каких-нибудь конфет, чего-нибудь интересного, поставить елочку, посадить Санту и поставить наши санки под елку. На этом, в принципе, все. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было полезно и интересно узнать, как вяжутся вот такие вот ровные, аккуратные углы на квадратных корзинках.